Здравствуйте! Ну что ж, сегодня заключительная часть этого скетчбука. Поехали, показываю и рассказываю. Этюды формата А5. Довольно-таки быстро я с ними справлялась, может быть за полчаса, за час максимум каждый. И сами по себе портреты людей мне даются сложно, поэтому я дополняла на этих листах животных, как конфету на десерт. Техника здесь простая. После пятен гуаши, после их высыхания, я прорабатываю карандашом, как бы собираю по рисунку портрет. Портрета этой девочки слева начался мой интерес к азиатским лицам. В изучении портрета стараюсь практиковаться в разных возрастах и расах. Поросенок греется на солнце. Мне нравится эта фактура его спинки. Я бы назвала эту парочку братцы-кролики, хоть они и не родственники друг другу. Портрет девочки писала густыми мазками. Почувствовала, как сильно гуашь похожа на масло. Слева австралийский фермер с братьями-вомбатами. Ну а в правом портрете по цвету кожи не угадала. Слева я задумала, чтобы цвет кожи был зеленый в контраст к красным волосам. А вот котик белый стал сине-фиолетовым в окружении такой желтовато-зеленой массы хлеба. Вот сейчас листаю и отдаю себе больше отчет в том, что я как-то гармонирую по цвету все, что находится рядом на листе. А это собака-пастух, которую придавили ее же овцы, но она сохраняет оптимизм. Есть фотохудожник, который фотографирует на ярмарках людей тайком. То есть люди, получаются, такие, какие они есть. С естественными выражением лица, щурятся, и такие они естественные, что мне нравится. Последний лист этого долгого скетчбука. Пожалуйста, поставьте лайк. Подписывайтесь, кто еще не со мной. До свидания.